Друзья, всем привет! Сегодня будет ролик, посвященный вот такому замечательному строению размерами 6×4 в стиле Барнхаус. В моем случае это мастерская, где еще имеется кабинет. Под нужду кабинета выделено 4 квадратных метра, под нужду мастерской 20 квадратных метров. Совсем недавно в моем телеграм-канале я спросил у подписчиков, стоит ли сделать обзор на такое строение, показать, какие плюсы, минусы, как делается, а также многие попросили сделать чертеж и показать несколько планировок. Я обещал, я сделал чертеж в рублях, в метрах, и даже со схемой раскроя материала, которую я сделал сам в программе SketchUp, есть уже в телеграм-канале. Там есть PDF-ка, как в 2D виде, и есть 3D-модель для SketchUp. Поэтому приходите, подписывайтесь, не забывайте, скачивайте, интересуйтесь. В 3D-виде можно разглядеть каждый узел в деталях, но не забывайте, что все-таки это не проект, а назовем его чертеж, так как я не архитектор и не проектировщик, сделал все сам, но в принципе по нему можно построить вот такое строение запросто. Так вот, почему я считаю, что это удачное строение? Потому что уходит мало материала, потому что легко строить, и можно использовать такую планировку для разных предназначений здания. У меня это мастерская, но можно использовать как хозблок, домик, баня и так далее. Только зависит все от вашей фантазии. И можно организовать удачное чердачное помещение. Здесь имеется для этого немного места. Стиль барн на любителя, но это сильно упрощает стройку и сильно экономит на материалах, так как организация и монтаж свесов – это отдельная статья расходов. Теперь расскажу, как его строили и какую ошибку я допустил в самом начале. Строили каркас на сваях по контуру, так как не планировалось перегородок, а полы я думал делать чуть ли не по грунту. В общем, мне нужно было максимально быстро сделать строение, в котором я мог бы хранить материалы для постройки дома. Но тут я поспешил, так как со временем не нашел ничего лучше, как выбрать грунт изнутри, засыпать песок, утрамбовать, положить сверху пенопластирол и залить стяжку. Полы получились монолитные и не холодные. Но что в этой схеме делают сваи, не совсем понятно. По сути, надо было просто сделать плиту и на ней возводить строение. Но получилось как получилось. Вам советую сразу строить на плите, либо на сваях, но использовать классический пирог пола с росторком и лагами пола. Схема такого пирога есть тоже в чертеже в отдельном, который есть в телеграм-канале. Использовали доску двух видов: 50 на 100 и 50 на 150. 50 на 100 шла на стены, а 50 на 150 шла на перекрытие и на стропила. Чтобы сделать теплый угол, сразу заложил в угол утеплитель. Я использовал пенополистирол для утепления всей мастерской. Утепление делал прямо по стойкам. Так делать можно, но трудоемко и дорого, тем более с нынешними ценами. Сложно, потому что нужно было подрезать каждый лист, да так, чтобы по краям я мог использовать пену, чтобы не допустить попадания воздуха между пенополистиролом и стойками, иначе может образоваться влага. Я же посоветую вам делать утепление минеральными утеплителями, такими как стекловата или каменная вата. Но использовать стену шириной 150 мм, например, если стойки 150 мм, то прямо по стойкам, либо если стойки 100 мм, то снаружи набить брусок 50 на 50 горизонтально и сделать перехлестное утепление. Так, кстати, даже будет лучше, потому что перекроем все мостики холода. Снаружи обшил все ОСБ и на него смонтировал мягкую кровлю по боковым стенам и крыше. Из-за того, что на стенах кровельный материал, они не боятся дождя, а воду нужно отвести желобами по грунту. Я еще не успел этого сделать. У меня тут естественный уклон и особо много воды пока не было замечено. Но, конечно, я это сделаю позже. Торцы решил обшить планкеном вертикально. На мой взгляд, неплохо выглядит. Внутри все обшил плитами Quick-Deck 16 мм и просто покрасил. Но все-таки две стены сделал более-менее красиво, чисто для того, чтобы был фон для съемок. Мастерскую я только начинаю обустраивать, поэтому много еще предстоит сделать. Вот потихоньку перевожу из старой различные станки. Места не так уж и много на самом деле, но я и не планирую тут что-то производить на продажу. Скорее, это место для съемок и больше хоббийная мастерская, где я мог бы при необходимости что-то штучно изготовить, сварить, спаять, заточить, просверлить и так далее. Я уже говорил, что по опыту в предыдущей мастерской я очень редко пользовался сверлильным станком, поэтому тут теперь у меня просто стойка для дрели. Достал, поработал и убрал под верстак. Такая же история у меня и с другой штукой, с гриндером. Я использую вот такой простой гриндер, где вместо двигателя используется болгарка. Если что-то заточить или отшлифовать, то просто достал, поработал и убрал. Гриндер сделан добротно, не абы как, а в заводских условиях.
Опорный столик имеет регулировку по углу наклона и высоте, имеется винт регулировки для центрования ленты, 4 ролика натяжителя, лента 915 мм, что хорошо, так как она успевает остывать, пока сделает оборот, и, соответственно, меньше изнашивается. Станину можно повернуть на 90 градусов, например, для шлифовки металла от ржавчины. В общем, все как у стационарных гриндеров, только занимает меньше места, меньше стоит, и болгарку при необходимости можно использовать для других задач. Гриндер от производителя AFI. На всякий случай оставлю ссылку в описании под этим видео. Для более популярных задач пользуюсь уже более-менее полноценными станками, например, распиловочным, торцовочной пилой, фуганком с рейстмусом. Также имеется полноценный, но довольно простой сварочный полуавтомат. Пользуюсь вот таким 10-литровым баллоном с углекислотой. Плюс в том, что я могу брать сварку с собой. Да, это сильно тяжелее, чем брать маленькую электросварку, но я электродами так и не научился варить. А проволока вроде как легко. Так как делал утепление прямо по стойкам пенополистиролом, то скрытую проводку было делать проблематично, поэтому я решил наружную. В мастерскую у меня заходит 3 фазы, протянул кабель 4х6 к щитку, а далее по автоматам. 2,5 квадрата на розетки, а 1,5 квадратных миллиметров на освещение. Вот важный момент. Обратите внимание на кабель, где его берете и по какой цене. Если видите, что продают, казалось бы, хороший ГОСТовский кабель по цене чуть ли не в 2 раза ниже, то не думайте, что вы получите действительно хороший кабель. Вот я для теста заказал на маркетплейсе 10 метров кабеля ОВГ НГ 2 на 1,5. Все как положено, ГОСТ, любые сертификаты. Но вот посмотрите, как он выглядит в сравнении с кабелем, который действительно произведен по ГОСТу. Производитель — кабельный завод «Конкорд». На мой взгляд, один из лучших производителей. По крайней мере, слышал это от многих опытных электриков. Поэтому беру постоянно только его. И самое главное, в нормальных магазинах. Посмотрите на сайте, какие кабели они производят. И также во вкладке «Дилеры» посмотрите, в каких магазинах его можно приобрести. Это довольно популярные магазины. Поэтому посмотрели, что нужно, где купить, купили. И будьте уверены, что купили настоящую качественную продукцию. А для кабелей и проводов это довольно-таки важная тема. Но если вы уж купили кабель непонятного производителя и непонятного сечения, то защищайте его автоматом с уменьшенным номиналом. Например, не ставьте на полторашку 10 ампер, а снизьте в половину. Тогда вы точно будете уверены, что не сгорится кабель. Да, будет срабатывать чаще автомат, но зато так более-менее безопасно. Отопление мастерской я сделал электрическое, повесил радиаторы. В самом помещении держу около 7 градусов и при необходимости повышаю, а в кабинете держу около 17 градусов. Кабинет использую как аккумуляторную для электроинструмента. Аккумуляторы не любят холод, хотя в плюс 7 для них тоже нормально. Но пусть будет в тепле и в одном месте. Мало ли, ради экономии я вообще выключу отопление, а оставлю только в кабинете. Да, предстоит еще вложить много времени и сил в доведение мастерской до идеала. Например, завести стеллажи для организации расположения электроинструмента, доделать кабинет, так как сейчас это просто такая комната, где хранятся аккумуляторы. Но помещение довольно-таки удачное, мне здесь нравится. Многие просили планировки, они тоже есть в PDF-ке. Так что смотрите, там разные планировки с интернета, в том числе и моя вот в данном случае мастерская с кабинетом. Вот такое разговорное видео получилось. То, что хотел показать, показал. То, что хотел рассказать, рассказал. Если вам такое видео понравилось, то обязательно ставьте лайки и в комментах напишите, какое предназначение строению 6х4 вы бы дали на своем участке, а если уже есть такое строение, то расскажите, как вы его используете. Те, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и обязательно подписывайтесь и переходите на телеграм-канал. Там много полезного и интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!